В следующем моем уроке я предлагаю анализировать выступление Украины на Евровидении 2021. Приветствую, друзья, снова на моем канале, и сегодня мы будем разбирать замечательное выступление Украины на Евровидении 2021. Но если у кого-то возникнут идеи анализировать живые выступления других замечательных исполнителей, пишите, пожалуйста, в комментариях внизу. Я вам буду очень благодарна за это. Итак, Екатерина Павленко и группа Гоа на Евровидении 2021 с песней «Шум». Чудесное совмещение электронной музыки и автентичного фольклору, вот народного исполнения. Это, ну, как по мне, у Екатерины, фольклористки, получается это просто замечательно. Очень классно наращивается сама композиция, если говорить о инструментальной части. Здорово, ничего лишнего абсолютно. С вокалом просто все сложилось, ну, на все 100%. Соответствие и вокала, и инструментальной части. Мне очень понравилось это выступление, шоу, которое организовала Украина, просто. Вот насколько наращивается инструментальная композиция, и это проявляется во всем. Вот как будто бы такое поступательное крещендо имеет место быть. Замечательно. Вступление сопилки. Стилизовано, традиционно, в хорошем смысле. И вот опять-таки наращивается инструментальная часть, но вокалистка в принципе остается где-то в одном штрихе музыкальном. И в данном случае вот это совершенно не нарушает композицию. Здесь не хочется роста динамического, здесь как раз вот хочется сохранить ту подачу, в которой она и начала эту песню. Это замечательно, вот на мой взгляд. Настолько это прочувствовали и сделали замечательно. Лучше даже не придумаешь, вот ничего лишнего. Вот да, как будто бы все происходит, движение вокруг нее, на ней завязано, но при этом она остается неизменной. Вот даже в цвете, если говорить, вот она вышла в зеленом, остальные в белом вокруг. Все меняется вокруг, все живет, а она остается вот такой, какой она была в начале. Потрясающе, интересно, но не скучно при этом совершенно, несмотря на то, что она не меняется. Уже вот начинаешь ощущать, что сейчас вот ускорение имеет место быть, вот настолько все поступательно, все на крещендо, и наращивание инструментала, и темпово, и вот где-то накал такой эмоциональный, это все вот на крещендо, поступательное крещендо, очень здорово. Класс!
Класс. И вот этот вот такой вот накал, вот они дошли до определенной точки, а потом так, и все разбилось. И вот мы заново сейчас будем начинать делать поступательное крещендо. Очень здорово, интересный момент. Новая тема музыкальная. Но опять-таки посредством инструмента, который уже имел место быть, сопилка. Сопилка, электронная музыка. Крутое совмещение. Мне нравится. И вот пошел темп. Вот пошла кульминация. Она совершенно класснючая и неожиданная, что опять-таки здорово, очень здорово. Классная визуализация, просто потрясающий ряд, который дополняет и опять-таки говорит о том, что эта композиция ускоряется. Вот посмотрите просто само видео, я сейчас не буду говорить о нем. Это потрясающе интересно продумано, и мне кажется, что оно даже вот дает какую-то еще большую полноту и понимание того, что пошло ускорение, то есть это такое двойное ускорение и в видео, и в музыке. Дубль. Но еще чуть-чуть, вот такое впечатление, что просто пойдет дым из ушей. Вот настолько классно это ритмически продумано, и крещендо поступательное вот сейчас вот ритмическое имеет место быть. Просто супер. Perfect. Вот эта последняя нота, это просто какой-то the best. Почему только пятое? Честно говоря, я не могу объяснить это, почему только пятое место на Евровидении, потому что композиция, ну, просто супер. Она потом продержалась в чартах европейских на первом месте, я знаю, что была неоднократно. И это просто замечательно. Евровидение довольно субъективный в плане оценивания конкурса. Все это прекрасно знают. И далеко не всегда, ну, те, кто побеждают в этом конкурсе, на самом деле победили, как на мой взгляд. Потому что победители иногда в тени в этом конкурсе. Те, кто действительно представлял такие композиции, которые запомнились многим и потом жили долгую жизнь. Вот я не уверена, например, что исполнители из Италии со своей композицией проживут такую же долгую жизнь, как вот песня, исполненная Екатериной Павленко и группой Гоа. Это же просто потрясение. Это шоу, это музыка. И сейчас я даже выступаю здесь не как преподаватель вокала, а вот, наверное, как человек, который смотрит на эту композицию со стороны и пытается анализировать эту музыку. Здесь и вокал, и инструментальную часть вместе. Потому что, наверное, такую музыку анализировать с точки зрения вокалиста даже нельзя. Я благодарна за эту возможность прикоснуться к творчеству группы Гоа, замечательной группы, и за то, что мы снова встретились, и вы не забыли обо мне. Пишите ваши комментарии снизу, ваши пожелания на следующие наши, я уже сказала, аналитические уроки. И до новых встреч! Ваша Виктория.